Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю заглянуть в тайные архивы церкви. Да, именно церкви прошлого собирали и систематизировали информацию о технологиях прошлого, о погибших цивилизациях, необычных явлениях. И потом это все предоставлялось высшим иерархам церкви. И уже они решали, что же получит простой народ. Поэтому именно сегодняшняя история, наука, она в принципе создана церковью. Но они-то обладали большей информацией, нам выдавали по крупицам какую-то часть. Поэтому я предлагаю в этом видео обратиться к тайным архивам церкви. А получится это у нас только потому, что впоследствии к ним все равно имели доступ церковные служители, но и оставили нам очень-очень интересную информацию, которую, мягко говоря, в ваших школьных учебниках вы точно не найдете. Тот, кто не понял свое прошлое, вынужден пережить его снова. Эти слова приписываются Будде, тому, кто будил народ в свое время. Ну и нам пора пробуждаться, чтобы знать настоящее прошлое, чтобы иметь будущее. А в будущее можно взять как раз опыт прошлого и самое лучшее из прошлого. Друзья, вы помните тот наглядный пример с кровью, как синтезит буквально за час разгруппировал эритроциты, восстанавливая нормальный процесс переноса кислорода. У меня возникает вопрос, что именно происходит на клеточном уровне, чтобы дать такой быстрый системный эффект. Ответ пришел из авторитетной международной лаборатории MacroLife Biotech Германия. Они провели исследования не на крови, а на генах наших иммунных клеток. Как оказалось, синтезит включает гены защиты сосудов от окислительного стресса, который повреждает стенки сосудов и ведет к атеросклерозу, переключает иммунитет на восстановление, усиливает гены, которые гасят хроническое воспаление, ту самую тихую угрозу для сердца и мозга. Клетки начинают работать в режиме ремонта, а не атаки. Влияет это все на гены долголетия. Это объясняет, почему эффект на кровь не случайность, а следствие глубокой клеточной регуляции. Полный отчет исследований в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Давайте вспомним Альберта Великого. Считается, что он жил в 13 веке, средневековый немецкий философ, теолог, ученый. Католической церковью признан одним из 37 учителей церкви, наставник Фомы Аквинского. Его называли при жизни доктор универсальный, доктор-эксперт, Магнус Великий. Но его признают величайшим немецким философом и богословом средних веков. Альберт Великий ввел в европейскую науку знания, почерпнутые в сочинениях древнегреческих философов и арабских ученых, ну и проводил собственные исследования природных явлений, а также флоры и фауны. Перед вами как раз справа его изображение 13 века, но в чем суть? Если обратиться к его достижениям, то мы узнаем, что у него была живая голова. По легенде, он создал голову, которая могла говорить и отвечать на вопросы, предсказывая будущее. То есть перед нами робот 13 века, который еще и говорить может, и будущее предсказывать. В результате говорят, что его ученик Фома Аквинский так разозлился от этого робота в один момент, что разбил этого робота. Хотя утверждается, что роботов было два. Говорящая голова и служанка. Но и это еще не все. Если вам это кажется невероятным, то давайте вспомним Роджера Бекона. Тоже 13 век, Англия. Он известен как удивительный доктор, английский философ, естествоиспытатель, монах, профессор богословия в Оксфорде. Занимался математикой, химией и физикой. В оптике разработал множество теорий, как считается. Хотя основы оптики для нас говорят, что это 17 век. На дворе же 13 век. Так что же он сделал? Он соединил магию и науку. Его труды повлияли на Леонардо да Винчи и даже на Христофора Колумба. То есть вам сегодня доступна наука. Но эта наука в первую очередь получена вами от людей, которые для начала прошли обучение при церкви, в церковно-приходских школах или католических школах, как хотите их называйте.
То есть их научила церковь тому, чему она хотела, а то, что не хотела, просто убрала. И вообще убрала из общественного доступа и сохранила в своих архивах. И здесь мы находим человека, который имел доступ к этим архивам, и что он пишет? Он соединяет магию и науку и влияет на всех последующих великих ученых, которые были знакомы с его трудами. Так, послание монаха Роджера Бэкона о тайных действиях, искусствах и природы и ничтожестве магии. То есть там различные использовались явления природы и некоторые механизмы вроде бы как будущего. Вторая часть книги открывается разделом о чудесном искусстве инструментов. Там есть механические приспособления, глава, в которой Бэкон предполагает возможность создания судов, управляемых одним человеком, скоростных средств передвижения, летательных аппаратов, приспособлений для свободного и безопасного передвижения по дну водоема, а также указывает на успешность предпринимаемых попыток конструирования таких аппаратов. На дворе 13 век, не 19, 13. Он упоминает подводные лодки и упоминает, что такие аппараты проектируются и используются, и, скорее всего, даже не первый день. Также он предсказывает появление донкрат, кранов, безопорных мостов, колесниц, передвигающихся с большой скоростью без помощи животных. Я повторяю, 13 век. А может, он просто как раз и объединил эту магию. То есть магия, то такая высокая технология, которая им была непонятна. Но в том мире была еще и Тартария, где эта магия применялась. Также есть раздел о чудесном искусстве перспектив, который рассказывает о достижении оптики. Глава «Магические зеркала», внимание, магические зеркала, описывает системы зеркал, позволяющие увидеть армию вместо одного человека. Внимание, создавать объемные иллюзии, отображать огромные пространства на устройствах размером с ладонь человека. Так это смартфон или планшет, дорогие друзья, но это 13 век. Глава «Оптические приспособления с различными фокусами» повествует о приспособлениях, способных многократно увеличить предмет вблизи. То есть читать сколь угодно мелкий текст, то есть микроскоп фактически, который в нормальном виде появился в 17 веке. И видеть на расстоянии, то есть рассмотреть в мельчайших деталях звезды или вражескую армию. И, внимание, сжигать предметы направленным пучком света. Так это лазер. Так это лазер 13 века. Вершина всех подобных приспособлений Бэкон называет устройство, отображающее все небеса в миниатюре, включая движение объектов, не искажая масштабы. Такое приспособление автор считает дороже королевства для любого мудрого человека. Ну тут даже я не могу понять, о чем это он. Может, он имеет в виду очки виртуальной реальности? Оставьте свое мнение в комментариях. Но перед вами огромное количество икон из прошлого. И там мы видим, что святые держат эти волшебные шары. И в этих волшебных шарах мы видим совершенно другую местность. То есть фактически это и есть что-то наподобие нашего смартфона. А в некоторых шарах мы видим космос. То есть о чем это говорит? О том, что древние технологии получения изображения, а может даже и предсказания будущего, были даже совершеннее наших. И они об этом знали, но для них это была как магия. То есть очень высокая технология, им непонятная, но применялась она не только так называемыми святыми, но и правителями. Потому что те же волшебные зеркала были известны прекрасно и в Тартарии, и в Индии, и в Китае, и даже в Мезоамерике. И с помощью их они управляли погодой, видели любой предмет на расстоянии, который им нужен, и даже предсказывали будущее. Об этом есть у меня в прошлых видео. Но перед нами 13 век, дорогие друзья. Но подобных изображений шаров, которые показывают изображения совершенно других местностей, огромное множество. И есть это и в древних книгах, гравюрах. То есть это забытая технология, но она и тогда применялась и использовалась. Есть еще раздел о чудесных опытах. В главе «Горючие составы» Бэкон предполагает создание вечных светильников
и вечно теплых ванн путем совершенствования горючих смесей. Также в главе «Порох» он описывает его огромную ценность, как оружие в частности, возможность одному человеку победить в бою более 300 сильных мужей. Справа внизу от вас как раз гравюра 16 века, где видна крупная ракета калибром не менее 177 миллиметров. Ну, а как победить 300 сильных мужей? Даже однозарядное ружье вам не поможет. Вам нужно устройство что-то типа ракеты. Вам даже пушка не поможет 300 их победить. Вам нужна ракета с большим, уроном. Об этом тоже я показывал много видео, что подобные ракеты 2-3-ступенчатые были известны тогда. И во многих артиллерийских книгах того времени описаны. Плюс здесь он описывает о том, что можно получать золото. То есть можно синтезировать чистое золото. А для того, чтобы его лучше синтезировать, надо сначала создать философское яйцо определенными способами, из которого уже потом получится и философский камень. То есть философское яйцо, как считали многие европейские алхимики, является символом первичной материи в печи алхимии, из которой получается философский камень. Слева внизу карта 1730 года Генри Авертона. Там 44 серебряные лампы, которые светят день и ночь, и короли и императоры видели это. Тоже в своих видео, где я показывал вечные светильники, мы видим, что церкви в прошлом много раз применяли так называемые вечные светильники. Много раз до изобретения применения человечеством электричества. Так как же, что же они использовали? Науку того времени или магию того времени? Оставьте свое мнение в комментариях. Есть у него глава и о продолжительности жизни. Он описывает человека, который прожил больше 160 лет, при этом не обращался к медикам. Ну, скорее всего, из-за этого, может, он и прожил так долго. И заявляет, что постепенное сокращение длительности жизни человека от тысячелетия к тысячелетию происходит от накопления грехов против души и тела, из поколения в поколение. Ну, он совершенно прав, то есть в те времена люди жили намного дольше, чем мы сегодня. Есть сообщения о людях, которые живут 169 лет, 185 лет. Опять я показываю это все в видео про долгожительство. И это было совершенно нормально. То есть мы со временем, наоборот, потеряли возможность продолжительной и качественной жизни. И для того, чтобы это восстановить, как раз надо вспомнить забытое прошлое. На каких же основаниях они жили так долго. Да, здесь он описывает много всяких правил о том, как правильно питаться, что пить, что есть, как отдыхать, как работать, чтобы продлить свою жизнь. Ну, сам факт. Долгожительство в прошлом было известно. Оно со временем только уменьшилось. И для того, чтобы его восстановить, нужно вспомнить это забытое прошлое. Как уже говорилось выше, его учеником, идеи понравились Леонардо да Винчи, который жил, считается, в конце 15-го, начале 16 века. И вот что мы находим в дневниках Леонардо да Винчи. Он пишет: люди будут разговаривать друг с другом из самых отдаленных стран и друг другу отвечать. Так я извиняюсь, но это прообраз сотового телефона. Люди будут ходить и не будут двигаться, будут говорить с тем, кого нет, будут слышать того, кто не говорит. То есть это, скорее всего, сотовый телефон, искусственный интеллект и виртуальная реальность. О, сколько великих строений будет разрушено по причине огня, от пушечного огня. Ну, скорее всего, он так описывает атомный взрыв. То есть вы прекрасно знаете Леонардо да Винчи, прекрасно знаете его попытки воссоздать механизмы, танки, вертолеты, подводные лодки. Да, на его технологическом уровне, но, скорее всего, они знали это либо от прошлых цивилизаций, либо от тех цивилизаций, которые жили рядом с ними, но были более высокоразвиты. Потому что, опять же, они эту информацию могли почерпнуть у арабов, индусов, китайцев, ну и вообще других цивилизаций, которые были ближе к цивилизации Тартарии. Тот же Леонардо да Винчи, опять же, пытался воссоздать и роботов. Да, роботов, да, на своем технологическом уровне, но что мы знаем про роботов, что, опять же, Альберт Великий, 13 век, он имел не только говорящую голову, но и механическую служанку. Потом в 15 веке его работы пытался повторить 15-16 век Леонардо да Винчи. В 16 веке-17
Мы знаем про железных слуг при дворе Ивана IV и Петра I, когда Яков Брюс тоже воссоздал этих роботов. И фактически эти роботы были известны еще со времен древнегреческих героев и богов. То есть это тысячи лет идет одна и та же технология, про которую мы сегодня как бы забыли, но снова пытаемся ее восстановить на нашем технологическом уровне. Но и это еще не все. Перед нами изображение Земли из космоса, из книги, которая, считается, была написана в 15 веке. Называется «О свойствах вещей». Хотя, если присмотреться, скорее всего, книга была переведена в 14 веке на французский язык с более ранних источников. А в 15 веке, опять же, ее снова переводили, может, на английский язык. То есть информации очень мало. Кто найдет ссылку на полную книгу, кидайте в описании. Но что мы видим? Там какого-то человека берут на корабль и показывают ему Землю из космоса. Вот эта синенькая стрелочка. И притом этот корабль не имеет проблем с гравитацией. Но у него есть устройство для рекуперации кислорода. А это обычные растения. То есть, обратите внимание на красную стрелочку. Растут растения, есть почва, благодаря чему у них нет проблем с кислородом. Опять же, живые существа, когда дышат, выделяют углекислый газ, его потребляют растения, выделяют кислород. Опять же, на обычном корабле, который там плавает по морю, это совершенно не нужно. А вот на космическом корабле это жизненно необходимо. Да и лица так называемых торговцев совершенно другие. Да, может, это иллюстрация из книги про Еноха, которую тоже брали на космические базы и там обучали. А может, что-то другое. Вопрос открыт, ждем более конкретных материалов. Может, кто-то найдет на полную версию книги ссылочку. Кидайте в описание под видео, комментарии. Будем ждать. Но Земля из космоса в худшем случае в 15 веке. Как такое возможно? Возможно. А как, например, возможно нахождение неизвестных цивилизаций, как Атлантида? Афанасий Кирхер, 17 век, немецкий ученый, полемат, изобретатель, монах ордена и иезуитов, профессор математики и востоковедения. У него в 1664 году вышел двухтомный фолиант «Подземный мир». В нем он рассуждал о положении легендарной Атлантиды. И он очень четко показал, где она находилась. И он, оказывается, совершенно прав, о чем я вам покажу в следующих это видео. Но, кроме этого, он описывает подземный мир. Обратите внимание на его модель планеты, 17 век, но она совершенней той модели, которую вы имеете в 21 веке. Потому что вам рассказывают, что все это 6000 километров раскаленной магмы. И все это сдерживает корочка в 10-70 километров. И на этом все. Вопросы больше не задавайте. Здесь же он показывает, что внутренности планеты это разные как бы очаги огня и воды. И притом эта вода из-под земли попадает в горы, а уже из гор она стекает как бы в различные водоемы и опять идет под землю. То есть идет круговорот воды в природе, в планете. Казалось бы, 17 век, но он опередил свое время на века. Даже в наше время такого нет. Хотя российские, немецкие, французские геологи установили, что на глубинах 410-660 километров под поверхностью Земли есть океан архейского периода. Его возраст 2,7 миллиарда лет. Объемы которого от 4 до 20 раз превышают всю ту воду, что мы видим на Земле. Об этом знает Кирхер, но об этом не знаете вы сегодня. А для науки это сверхновое достижение. Так может просто старые трактаты почитать? Или церковь откроет свои архивы, мы оттуда все узнаем. Вот эта модель Земли. Опять же, красненькая это почва. Да, внутри Земли есть континенты. А большие объемы синенького это вода. И причем вода под землей. Ну и сверху вода над землей. То есть там есть суша, континенты и атмосфера. И вот что показывает изучение наших современных ученых. То есть Земля полая. То, что я много раз показывал в предыдущих видео. Ну и это еще не все. Оказывается, вот перед нами опять же Джузеппе из Капертино. Жил он в 17 веке. И чем же он отличался? Он отличался способностью к левитации.
То есть он много раз левитировал перед большими толпами. Почему он так делал? Может, он все-таки начитался древних трактатов, где начитался какой-то мантре или технологии, которая позволяла как раз приводить к тому, что люди могут летать. Вот и весь ответ. Поэтому оставьте свое мнение в комментарии. Мое мнение такое. Просто имея доступ к определенным архивам, он вполне вероятно мог почерпнуть эти знания из них. Вот и весь секрет. Почему я так говорю? Потому что, опять же, 18 век, еще до воздушных шаров очень много времени должно пройти, но священник-иезуит Бартоломео де Гужман перед португальским дворцом Каса да Индия продемонстрировал летающую машину тяжелее воздуха. Летал на ней перед дворцом. В движение его приводили два разных магнита, находящихся внутри сфер. Сверху располагалась металлическая решетка, входившая в систему этого двигателя. А в задней части тоже находились определенные двигатели. То есть получается что-то типа самолета на магнитной тяге, но в начале 18 века. Вот перед вами это изображение, как это все выглядело. После этой демонстрации им заинтересовались коллеги из Святой Инквизиции. Да, именно той инквизиции, которая собирала книги, а потом уже решала, что из этого можно дать людям, а что как бы лучше поместить в архивы церкви. Отсюда мы и не знаем эти магические технологии, но, как вы видите, некоторые из представителей как бы церквей изучали эти фолианты и внедряли их в жизнь. И внедряли их в жизнь намного раньше, чем нам об этом разрешено было знать или применять в наши времена. И опять же, все это низвели до городской байки. Ну, там было что-то незначительное, не обращайте внимания. Это незначительно, это летающий аппарат на магнитной тяге при помощи в том числе и ртути, и намного раньше братьев Райт, фактически на пару сотен лет. Подобных чудес хватало. В том же 18 веке, в 1951 году, было создано летающее судно монахом Андреа Гримальди. О нем писали Лендинский вестник, что оно перелетело Ла-Манш из Кале в Дувр. Оттуда он полетел в Лондон, где говорил с известными механиками о конструкции своей машины. Поэтому есть и письма, есть как бы и в прессе сообщения. Ну, понятно, что этому никто не верит, потому что это за 150 лет до братьев Райт. И опять же там пружины, опять же там ртуть, и опять же технологии, которые откуда он взял? Скорее всего, из архивов церкви он их и взял. Вот и весь секрет. Почему я так говорю? Потому что, посмотрите, перед вами вид с высоты птичьего полета на масштабную систему водоснабжения с туннелями и крытыми акведуками. Считается, что он создан в 1521 году. Ну, может, это как раз вид Рима. Но вопрос не в этом. 16 век. На чем можно подняться в воздух, чтобы создать схему с высоты птичьего полета? Я хотел бы, чтобы все адепты религии под названием «Школьная программа» оставили свое мнение, как по вашей школьной программе это возможно было в 16 веке. И подобных изображений с высоты птичьего полета, городов прошлого, их на самом деле очень много. Это просто один из вариантов. То же самое становится понятно, почему Джонатан Свифт, который был, считается англо-ирландским писателем-сатириком, публицистом, философом, но он был еще и англиканский священник. То есть на каком основании он создал «Путешествие Гулливера», где он в этой части упоминает два спутника Марса, хотя они были открыты астрономом Асафом Холлом лишь в 1877 году, то есть спустя 150 лет после написания этой книги. То есть такое можно написать только если у тебя есть доступ к закрытому архиву. Плюс там он описывает цивилизацию лилипутов, гигантов, летающие города. Ну так я дико извиняюсь, это параллельные цивилизации нашей планеты Земли, которые я тоже показывал в своих видео, которые были известны древним. Ну да, он сделал из этого
юмористический, фантастический роман. Ну, благодаря этому мы это знаем. Если бы он написал это на полном серьезе, нам бы об этом не дали возможность даже узнать. А как раз подсказки в том, что есть упоминания, открытия, которые могли были сделаны, когда была более-менее совершенная оптика. Это 19 век. Но на самом деле эти открытия были сделаны намного ранее. Информация о том, что прошлые цивилизации были продвинуты и обладали этими оптическими технологиями, мы находим и ранее, потому что в толковом словаре грузинского ученого 17 века описан Марс и его спутник, а вдобавок указан радиус его орбиты. Когда традиционная наука открыла эти спутники Марса, оказалось, что да, эти ученые ошиблись ненамного, там, примерно на 500 километров. Так извините меня, это 17 век, а спутники Марса открыты были в 19 веке. Не из этой ли информации как раз и писалось «Путешествие Гулливера» и все предыдущие указанные работы. Так что в архивах церкви еще много интересного, запретного, магического. Может, мы доживем до того времени, когда эти архивы будут открыты и в наше время. Потому что сегодня происходит архивная революция, многие книги оцифровываются, попадают в открытый доступ. Поэтому читайте книги и узнаете много чего, о чем вам забыли рассказать в школьной программе. Ну и помните, повторение мать учения, новая информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажимаете, оно открывается. Ну, интернет вам в помощь. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджеты и ничего не видит, ничего не слышит, ничего не говорит. Поставьте лайк, напишите свой комментарий, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео в ваших социальных сетях. Это поможет тому, что здравомыслия в мире станет чуть больше. Ну и больше информации в конечных заставках видео, ну и на самом канале. Переходите, смотрите. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.